Здравствуйте, дорогие друзья! Вы стоите сейчас на могиле уже буквально. Там кто-то шуршит. Надеюсь, это не человек. Вот. Сейчас будет видео про то, как я просто хожу и гуляю по кладбищу мусульманскому. Мы находимся на горе Казахстана, и это очень интересно и любопытно сравнить, как здесь хоронят, в отличие от России той же самой. Вот. Первично, я уже не первый раз тут на кладбище гуляю, поэтому у меня не будет такого вау-эффекта. Однако все равно мне очень странно представлять вообще, как именно происходит захоронение, как тут копают могилы самостоятельно люди вручную, потому что вряд ли сюда может какая-нибудь техника залезть, да, забраться. И это очень-очень так... Да что все падает? Давайте запишем тишину. Тишины тут нет, потому что тут какие-то эти рядом, не знаю, свадьбы у кого-то или вот, что-то в этом роде происходит. И это интересно, такой перепад смерти и жизни. У кого-то там жизнь, у кого-то там веселье, а здесь такая тишина должна быть. Но ее нет, к сожалению, вот. Но, по крайней мере, моменты тишины я постараюсь записать. Смотрите. Мечта любой принцессы — это по кладбищу походить.
Они специально похожих рядом друг с другом кладут. Бля, это борщевик или что? Открыто. Ну-ка, год один. Я к вам зайду. Во, вот это интересно. Наверное, авария была. Потому что по большей части в ДТП погибают. А вот там кладбище бутылок. Ух ты, прям резное. Ничего не вижу. О, вырезано. 3D. Главное отличие именно конкретно этого кладбища в том, что огромные вообще участки занимают люди. Это не обязательно, что в одну могилу будут хоронить несколько людей. То есть это одноместная могила, может быть так и до конца. Одноместная оставаться. Какой простор. Это вообще не сравнится с тем, как вот, например, в России, конкретно в моем городе, хоронят. Там по 3, по 4 человека от этой могилы, 1/3, по-моему, вот и там 3 человека может лежать. А тут один, неважно, богатый человек или бедный. Здесь такие большие периметры для одного человека. Змеи, что ли? Розы красивые. Ух. Не буду заходить, вот тут встану. В 2017-м, сколько ей лет было? Наверное, молодая. Ну как же тут красиво. Тут, короче, переманивает вид.
Горит. Да положи его, он не разгорится. Птичку мы не дождемся. Можешь согнать? Хлопни им. Куда? Вот это страшно было. Банка это. А что ей надо? Бутылка, не знаю, воздух, может, у нее вышел. Как так? Это призрак наступил. Жаль. Впоследствии я рассуждала о том, что вот лежит и бутылка эта, и вдруг она начинает трещать. Без каких-либо на то причин, потому что никаких перепадов давления и температуры не наблюдалось. Это еще не ночь для того, чтобы вдруг там на 10 градусов снизилось все и пластик начал трещать. Это первое, что я хотела сказать. Второе, что я не записала и не сказала вообще в видео, это то, что когда я сжигала свою книгу, после того, как страницы начали прогорать и обложка начала сгорать, я почти потеряла сознание 2 раза. У меня был предобморок, и хорошо, что я стоя поняла, что со мной что-то не так, и медленно упала на колени, доползла докуда-то, попила водички, и все было со мной
нормально. Но, видимо, это сказалось на моем речевом аппарате, потому что я сейчас во время монтажа очень сильно смеюсь со своего вот этого вот лингвистического программирования, как будто я пьяная. Впоследствии скажите мне, пожалуйста, то, что вы увидите, вы вообще видели такие вещи хоть раз? Может, у вас есть объяснение тому, что с этой могилой не так? Расскажите мне об этом в комментариях. Эта могила очень странная, потому что все звуки вокруг нее начались. Вот эта вот самая бутылка, она тоже неподалеку от этой могилы. Я потом услышала доносящиеся звуки с этого места и пыталась как-то вот что-то снять, но в итоге я думаю, что ничего не произошло. Хотя я еще до этих кадров не дошла. Такая вот странная могила. Живая. Вот же похоронили, ты не видишь? Это же дощечка первичная, как я поняла, как И у крест. него даты смерти нет, смотри. Не понял. Он еще не умер? Не, чуть-чуть за херня. 1941 год. Так нет, похоронили же. А чё нету даты? Это странно. Тихо, тихо, тихо. Кто это, блядь? Наверное, змея. Слушай.
Все, залезла типа. Ладно, сейчас. Вот. Как слезть? Фу, все. Белка! Белка! Убежала белка! Прикинь, тут ночью такое услышать. Только сюда хрен поднимешься, конечно. Кого-то в домике. Тридцать 2005. Юра Хой. Не похож, блядь. Самолет. Бля, это прям сейчас закатывается солнце. Ебать, никогда такого не видела. Охренеть, ты понял, почему день и ночь так быстро заканчиваются? Угу. Вот так это и происходит. Опа, нету нихуя. Прибавлю дебилов, сейчас мы увидим, что там. Свадьба. Вот это те пидорасы, из-за которых, блядь, звук кладбища не записан. Фоткаться сейчас будет. Еще без жениха. О, господи, господи, бля. Ты бы видел, что там происходит. Там ебля.
когда не знаешь, что записывать.